Это было обычным утром в польском селении, расположенном недалеко от реки Одер. Под ярким небом, отражающим утренние лучи солнца, два рыбака, Альфонс Бжозовский и Марек Жданович, собрались на свою привычную рыбалку. Они были местными жителями, которые знали реку и ее таинственные глубины, как свои 5 пальцев. Обсуждая последние события в деревне, они весело подкинули приманку в воду и сели на свои места, полные нетерпения и надежды на удачный улов. Каждый раз, когда они отправлялись на рыбалку, это было как маленькое приключение, в ходе которого они могли не только поймать рыбу, но и расслабиться, забыв о хлопотах повседневной жизни. Они боролись с сетью мифов и реальностью, которая связывала жизни рыбаков с водами реки, которая таила в себе множество секретов. С самого начала день обещал быть удачным. Альфонс с его густой бородой и подтянутой фигурой был истинным мастером рыбалки, а Марек, хрупкий и живой, всегда двигался с легкостью, напоминая о юности, наполненной неутомимым азартом. Каждый из них был иллюстрацией двух разных подходов к одной и той же страсти: старшего, более опытного рыбака и молодого, жаждущего знаний и свежих впечатлений. Они разговором заставляли время лететь, а река булькала под ними, будто принимала их в свои объятия, вдыхая жизнь и радость в каждый миг, когда они находились вместе. В этом безмятежном взаимодействии с природой каждый из них искал свою порцию счастья, поддерживая друг друга, и порой даже обмениваясь шутками о неудачных уловах. Несмотря на свой опыт, ни один из них не мог предугадать, что их обычный день обернется настоящей сенсацией. Когда поплавки начали ритмично покачиваться, мужчины одновременно вложили усилия, чтобы вытащить свои удочки. Каждый из них чувствовал внутри себе правильно выбранное время и место, но не ожидали, что удача и реальное везение проявятся в таком масштабном и непредсказуемом виде. И тут началось настоящее волшебство. Водяные брызги поднялись с такой силой, что в воздухе закружились капли, и у обоих захватило дух, когда они подняли на поверхность не просто рыбу, а настоящего гигантского сома, длиной более 3,5 метров и весом около 200 килограммов. Их взаимное восхищение и несказанное удивление переплетались с необъяснимым страхом перед встречей с такой невероятной рыбой. Поначалу они не могли поверить своим глазам. Это было невероятно, и Альфонс, переполненный эмоциями, начал радостно кричать, не в силах удерживать восторг. Его голос раздавался в тишине реки, как заклинание, способное разбудить саму природу. Марек, не веря своим ушам, хватал камеру, чтобы запечатлеть момент, который станет историей для всей деревни. Он понимал, что то, что они поймали, было нечто более важное, чем просто рыба. Это стало символом их дружбы и общей страсти. Это было нечто, что полностью разорвало привычный ритм их жизни и создало возможность для формирования новой истории. К сожалению, их радостный момент осознавался не только ими, но и самой рекой, которая таила в себе неразгаданные тайны. Когда рыба была окончательно вытащена на берег, оба рыбака смахнули пот со лбов и с любопытством принялись осматривать своего трофея, рассматривая каждый его изогнутый плавник и огромные чешуи. Но чем дольше они разглядывали сома, тем больше замечали странности. Альфонс испытывал легкое волнение, словно перед ним находились не просто чешуйчатое существо, а древний хранитель давних тайн, которых они не могли себе представить. Папа Альфонса, когда он был еще молодым, рассказывал ему истории о том, как рыбы могут хранить в своих желудках удивительные вещи. Но то, что они в скором времени найдут, никто не мог бы предсказать. Эти истории были как следы давних лет, которые складывались из пересказов стариков и предков, внушающие трепет в среде рыбаков, но сейчас они были рядом с реальной тайной, которая могла бы изменить все вокруг. После того, как они вскрыли сома, их глаза расширились от ужаса. В желудке рыбы обнаружились человеческие кости, пуговицы и металлическая эмблема в форме орла из униформы офицеров СС.
В этот момент шок охватил обоих рыболовов, превратив радость ловли в тревогу и настороженность. Впереди их ждала не только слава, но и множество вопросов, которые требовали ответов. Это была находка, способная перевернуть их восприятие реальности и заставила задуматься о мрачной истории, скрывшейся за долгими годами забвения. В их душах закралась мысль: кто этот человек, чьи останки неожиданно встретились с ними в бурных водах? Какова была его судьба и чем положила конец его жизнь? Эти мысли не покидали их, и каждый из них мучился в них, как будто этого человека они знали исторически. С ужасом они сообщили о находке местным властям, как раз в момент, когда в деревне разразилась волна спекуляций и недоумения. Вскоре вся деревня переполнилась слухами об их открытии, и к реке начали стягиваться журналисты и ученые из разных уголков страны, жаждущие разгадать эту загадочную головоломку. Альфонс и Марик, когда-то обыкновенные рыбаки, стали центром внимания, лишь пострадав от умиротворенности водной глади и превратившись в невольных персонажей остросюжетного фильма, где на кону стоят не только их имена, но и другая реальность. Их жизнь уже не могла быть прежней, и каждое решение затрагивало все больше вопросов о морали, чести и памяти о том, что было потеряно в бурном времени. Расследование началось незамедлительно. Специалисты, изучившие находку, пришли к выводу, что эта находка могла принадлежать человеку, погибшему во время оккупации Польши в 1940-х годах. Альфонс и Марек понимали, что могут добиться большей популярности, но они также понимали и важность своей находки от исторической точки зрения, относились к этому с должным уважением, прочувствовав всю тяжесть обстоятельств. На протяжении следящих дней в общественной культуре стали обсуждаемые теории о том, кем мог быть этот человек. Можно было только задаться вопросом, кому они принадлежали и как прошло его окончание жизни. «У нас есть только фрагменты костей на наших руках», заявил ученый Патек Лойко. Большая часть скелета не была найдена. Эти слова оглушили Альфонса и Марека, ведь они чувствовали свою ответственность за то, что обнаружили, и понимали важность сохранения памяти о людях, которые когда-то жили в их стране. Альфонс и Марек испытывали болезненное удивление относительно того, сколько людей могли бы увидеть эту историю, и многозначимые взгляды, которые ловили их на улице. Рассказы о том, как Сом-каннибал охотился на своих жертв, гремели по всей Польше, и их открытие породило бесчисленные слухи и спекуляции, которые, казалось, только усиливали интерес к их находке. Некоторые даже начали говорить о древних мифах, связанных с самами, считая, что этот хищник охраняет тайны и призраки прошлого. Были те, кто изготавливал граффити, восхваляя их имя, но им не всегда было комфортно, ведь они понимали, что приближаются к чему-то, что могло вызвать различные мнения и недовольство в обществе. В этой атмосфере внимание каждое их слово стало прозвучивать громче, каждая улыбка смотрелась как вызов, и они задавались вопросом, как долго это может продолжаться, прежде чем машины слухов их полностью поглотят. Однажды в их деревню заехал маленький автобус с командой документалистов. Они хотели снять историю о рыбаках, наблюдая за этими паранормальными событиями. Что, если это действительно помогает прояснить, что произошло много лет назад? Смехом говорил один из них. Он с интересом слушал Альфонса и Марека, пока те делились своими впечатлениями и эмоциями, которые их переполняли в связи с обнаружением. Хотя они стремились сделать все возможное, чтобы быть открытыми и доступными, все же отголоски недоумения о прошлом снова нахлынули на них, и каждый из них осознавал, что иногда идеи и концепции о тех временах могут быть трудными для усвоения. Стесняясь своего мнения, Альфонс спросил себя, может, есть границы в признании чужих историй? Или они следует лишь запечатлеть на квадратных дюймах экранов? Альфонс, всегда не решившись на открытые дискуссии,
слегка краснел перед камерой, ощущая, как глаза команды прикованы к нему, ожидая его слов. Возможно, это просто слухи, но уж точно в реке есть нечто большее, чем мы можем себе представить. Отозвался он, пытаясь сразу же прояснить свои мысли. Они хотели, чтобы их история стала историей, пронзительной и точной, и чтобы истина восторжествовала над слухами и заблуждениями. Каждое новое интервью давало им возможность думать о том, что рядом с ними такое совершенство и ужас тесно переплетены, и их возможность говорить о таком явлении могла оказать влияние на других. Да, они знали, что пребывают по ту сторону волшебства, и понимали, что от них зависит, скажут ли они правду или позволят тайнам остаться нераскрытыми. Братья-рыбаки стали местными героями, но не все в деревне делили радость. Некоторые местные жители начали шуметь о том, что эта находка может навредить их репутации и навлечь на всю деревню недоброе имя, привлекая нежелательное внимание. Это ли не мошенничество? Просто чтобы привлечь внимание журналистов, шептали за спиной, сознавая, что вскоре все их занятия рыбалкой могут быть под угрозой. Соседям Альфонсо и Марека не нравилась мысль о том, что их дом стал фокусом многолюдных событий, и о том, что их жизнь уже не будет прежней, как прежде. Полным ходом вперед шла тотальная дискуссия об их отваге, начале разговоров их обычного существования и дальнейшей судьбе, в то время как сами они не могли знать, что будет дальше. Тем не менее, в нарастающей популярности был и бонус. Альфонс и Марек стали получать множество просьб дать интервью и побывать на телевидении. Их единое существование, рыбацкие будни, беззаботная жизнь получили новый смысл в следовании за этой сказкой о Соме. Они уже не были просто местными рыбаками, но теперь ощутили на своей коже осознание, что могут сделать что-то более значительное. Однажды в разговоре Альфонс озвучил мысль о том, что характер их нахождения становится символом, и они должны быть готовы к этим переменам. С такой новой мыслью оба поняли, что даже в трудные времена их дружба сможет противостоять всему, что мир может бросить им в ход. В этом контексте каждый новый день превращался в новое испытание. Несмотря на то, что рыбака леса обожали, их старые привычки не оставляли их в покое. Альфонс, наконец, решился вернуться на реку, совсем не зная, чего ожидать от этого опыта. Но тогда он испытывал легкое волнение, которое нарастало значительно сильнее, чем раньше. Он лишь не мог избавиться от мыслей, а не нападет ли на него огромный сом, те самые создания, которые должны были стать легендой и растиражироваться. Места, где они ловили рыбу, оказались затерянными во времени и таили свои секреты, вызывая у него слабый страх. Теперь все вокруг него становилось невыносимо странным, и каждую возобновленную порцию удачи ему приходилось брать за серьезный опыт в жизни, раньше спокойно проводившего дни, а теперь с полным осознанием истории, которая переплеталась с его собственной. Является ли эта находка свидетельством чего-то большего, или им не следовало плавать здесь вообще? У него были вопросы, и ответы на них терялись в потоке смятения. С каждым днем, когда спекуляции становились все наглее, Альфонс и Марек начали чтить память потерянного человека, который теперь олицетворял историю в их условиях. Они долго вспоминали, что на самом деле эта находка связана с реальной трагедией. Возможно, их жизнь уже никогда не будет прежней. Но они бросили себе вызов, ведь люди заранее не предсказывают такие события. Это была возможность начать разговор о горечи и восстановлении, о том, что пришло от воспоминаний людей, потерянных на фронте войны. Не зная, как это передать, они организовали маленькое торжество в деревне в память о том, чьи кости получили вторую жизнь,
поскольку они были лишь напоминанием о том, какого ужасного повреждения жизнь может потерять. На их частном кладбище, где покоились их предки, Альфонс устраивал небольшие обряды в память о мертвом, обычаи которых были в его семье на протяжении многих лет. Разноцветные свечи, цветы, маленькие заметки, написанные словами «Помни, мы не забудем», украшали это святое место. Со слезами на глазах он каждый раз вспоминал, что нашедший важный артефакт должен продолжить вести его историю дальше, тем самым уважая память погибших. Он говорил о человеке, который, возможно, оставил кого-то, кто его любил, и, по его словам, это стало более важным, чем даже сам размер сома. Для него важно было помнить, что подвига, возможно, никогда не следовало оставлять без внимания, и каждое действие могло оставить отметину в истории. Отдав дань памяти, он чувствовал себя обязательно связанным с ним. Марек решил, что пора двигаться дальше и заняться своей жизнью. Он бросил увлечение рыбалкой и начал заниматься фотографией, где его старания оказались более успешными, чем когда-либо. Запечатлевая важные моменты своей жизни, он вспомнил о том, как глубже понять, что он пытался выразить через свои фотографии. Оно стало более ярким и позитивным. Он стал фиксировать улыбки людей, радостные моменты, колоритные пейзажи и лица, рассказывающие о эмоциях. В нем родилось желание не только быть свидетелем событий, но и придавать им яркость в своих работах. Теперь каждое новое приключение отражало его личный опыт, и он осознал, что именно этот процесс становится частью исцеления и переосмыслением самоощущения. Друзья продолжали собираться вместе, но теперь они говорили о том, как важна память о людях и о том, как легко можно оживить свою историю. Благодаря поискам Альфонса, истина про открытие и точную историю вместе с темной стороной прошлого начала многим открываться. Они поняли, что их находка действительно может вдохнуть жизнь в забытые страницы истории. Они запомнят это событие, как когда два старых друга переосмыслили значение того, что случайная находка способна изменить не только их жизнь, но и жизнь многих других людей. Эта находка их объединила и показала, что даже в мрачные времена можно найти лучшую сторону. И это вовсе не означает, что их история заканчивается. Она продолжается, как бесконечный поток реки, доводя до ума идеи и подтягивая к новому смыслу. Вот так два рыбака из польского села, решившие провести очередной день на реке, не только стали героями, но и текущими хранителями памяти о тех, кто навсегда ушел, оставив бесследные воспоминания. Благодаря их находке о ловле, они поняли, что необходимо рассказывать истории, чтобы не выпасть из системы, иначе кто-то мог остаться навсегда забытым. Они наконец-то поняли, когда случаются невероятные вещи, следует писать их, чтобы дать возможность духам прошлых лет жить дальше и не забываться. Сожаления о том, кто и что произошло, терялись в водах, но оставались в их сердцах как отметина, обещающая, что история, как река, освежает, наполняет, очищает от страха и оставляет следы, которые всегда навсегда с ними. Проделав весь этот путь, они гордились тем, кто они есть, и верили, что память будет всегда живой, как и река Одер, что будет течь вечно.